Радуюсь возможности встретиться с архипастырями Казахстанского митрополичьего округа в этой непростой такой общественно-политической ситуации, в которой сегодня находится весь мир, и которая, конечно, прикасается и к Российской Федерации, и ко всем странам, которые находятся рядом с Россией. Я думаю, что очень важным является наши общие усилия, направленные на то, чтобы сохранился мир, согласие в обществах, потому что враг рода человеческого часто не только действует на внешнем контуре, но и внутри, возбуждая человеческие аппетиты, одновременно недовольство тем, что есть. Но мы знаем, что и Казахстан прошел сравнительно недавно через определенные трудности, которые могли радикально поменять к худшему жизнь страны. По милости Божией этого не произошло. И наша церковь занимала такую мирную, спокойную, миротворческую позицию, которую она и должна занимать. Церковь не является политической силой, и она не может поддерживать какую-то одну партию против другой партии, но у нас есть с вами такие очень важные, базисные принципы и ценности, которые лежат вне внутренней церковной жизни, которые имеют отношение к жизни общества, в котором мы живем. Но эти наши ценности, они являются ничем иным, как проекцией христианских убеждений на ту ситуацию, в которой находится церковь. Мы не можем поступать иначе, как только так, как нам заповедал Господь. Хотя Господь нам не говорил, как вы должны себя вести в той или иной политической ситуации. Но Он нас вооружил базисными принципами и ценностями. И тем, что мы должны делать, как Его последователи и ученики. И вот если это все применить к жизни современного общества, то, наверное, самый главный вывод заключается в том, что церковь никогда ни при каких условиях не может становиться на стороне какой-то одной политической силы, в том случае, когда политические силы в стране находятся в состоянии дисбаланса, когда между политическими силами в стране возникает противоборство. Вот тогда у каждой из сил появляется желание притянуть на свою сторону наибольшее количество сторонников. И церковь в таких случаях всегда является очень желанным объектом воздействия. Поэтому наша русская православная церковь всегда призывала людей к тому, чтобы они любили Отечество, в котором они живут. Но любить Отечество не значит участвовать на стороне более сильных или более слабых в каком-то политическом противостоянии. Вот я хотел бы поблагодарить весь епископат нашего митрополичьего округа в Казахстане за то, что очень достойно церковь наша прошла через те трудности, о которых знаете лучше, чем я. Никто не смог ни в чем обвинить нашу церковь, хотя желающих было много. И связать наш казахстанский митрополичий округ и нашу церковь в Казахстане с определенными политическими силами за рубежом, ну, не буду всего повторять, вы лучше меня знаете. Но по милости Божией эти три волнения закончились более-менее, а церковь наша не потерпела никакого урона. Почему? Потому что очень правильная была занята позиция. И поэтому я хотел бы поблагодарить владыку митрополита и всех тех, кто трудится, в первую очередь вас, мои дорогие братья. Вот, радуюсь тому, что имел возможность каждого из вас возвести в сан архиепископа. Это соответствует нынешней нашей доктрине, что ли, если хотите, церковного устроения. Каждый архиерей самостоятельной епархии, не входящий в митрополию, он обретает титул архиепископа, что соответствует древним церковным традициям. Вот, но и каждый из вас теперь архиепископ с определенными полномочиями, с определенным достоинством, которое сопровождается и окружается этот сан. Поэтому просил бы вас, братья, не жалея живота своего, служить Церкви Божией. Как меня учил дед, нередко это повторяю, а дед прожил страшную жизнь с точки зрения такой современного взгляда. Он прошел 46 тюрем и 7 ссылок. И большую часть жизни он сидел в тюрьме.
Не потому, что он был преступником, а потому, что он боролся с обновленчествами, он был сторонником патриарха Тихона, он был горячим сторонником, борцом с закрытием православных храмов. И это все было в 20-е и 30-е годы, когда можно было под расстрел попасть. Так вот, он потом стал священником, кстати, стал в таком уже больше 70 лет ему было, когда он был рукоположен. Служил в Башкирии, в отдаленном селе, будучи глубоким стариком, ходил по 10, по 15 километров пешком по горам, причащал своих прихожан. И вот когда уже совсем ослаб и вернулся в семью, потому что матушка не могла, старушка, поехать с ним в Башкирию, вернулся в семью, то я к нему приехал незадолго до его смерти. Я уже много раз об этом говорил, но и вам скажу. Вот когда мы с ним встретились, он уже лежал, но был в разуме, все мог сказать. И напутствовал меня такими словами: «Никогда ничего в этой жизни не бойся. Бойся только Бога». Вот если бы мне бы это сказал бы какой-нибудь кабинетный ученый, профессор, я подумал так, ну ладно. Но когда человек прошел 46 тюрем и 7 ссылок, то тогда ясно, что он знал, что он говорил. Вот поэтому хотел бы вам и передать слова моего деда. Никогда ничего не бойтесь. Никогда не надо лезть на рожон, никогда не надо провоцировать конфликт, но никогда не нужно бояться ничего. Страх – это несовместимое с архиерейским служением чувство. Как только страх появился, пишите мне прошение на покой. Перепугались чего-то насмерть, сдали позицию, тут же святейший просим, я удовлетворю. Страх – несовместимое чувство с архиерейским служением. Еще раз скажу, это не значит, что нужно лезть на амбразуру, что нужно провоцировать конфликты, ничего подобного. Смиренно и спокойно совершать свое служение, но никогда не бояться внешних обстоятельств. А для того, чтобы не бояться, нужно вспомнить наших предшественников, новомучеников, исповедников Церкви Русской. Если бы они тогда убоялись, наверное, бы все стали бы обновленцами, богоотступниками, и Церкви Русской бы не было. Поэтому вот такое первое вам благословение с мудростью осуществлять свое служение архипасторское под руководством владыки митрополита. Очень надеюсь, что это служение будет успешным. Помните, что не надо в гражданском конфликте занимать ни одну из сторон, потому что церковь должна примирять людей. Если кто-то скажет, допустим, представители власти, вы должны там то-то и то-то, то наш ответ должен быть такой: мы, знаете, с огромным уважением к вам относимся, но мы за то, чтобы как можно скорее наступил мир в обществе, чтобы люди стали доверять друг другу. А церковь – это миротворческая сила. У нас свой язык, употребляя который, мы и вам поможем. Потому что мир не может быть чем-то плохим для любой ячейки общества, в том числе и для властей, и для воинства, для кого угодно. Вот, дорогие мои, я вам обо всем этом говорю, потому что всякое может произойти в жизни, чтобы вы помнили, что архипасторское служение связано в том числе и со способностью выдерживать удары обязательно. Кто не может удерживать удары, надо сразу на пенсию или куда-нибудь еще. Как говорил Игнатий Богоносец в письме к Поликарпу с Минска: «Стой, как наковальня, по которой бьют». Он знал, о чем он писал. Начались первые гонения на христиан. «Стой твердо, как наковальня, по которой бьют». Он не сказал: «Будь как меч, на тебя ударили, ты ответь». Нет, наковальня. Поэтому, вот, дорогие братья, хотел бы вас призвать к такому служению Церкви Божией в Казахстане, которое бы содействовало миру, любви, успокоению казахского общества, и, конечно, через которое прославлялось бы имя Господа Иисуса Христа. Ваша миссионерская работа – это есть ваша самая главная работа. Она должна быть очень разумной, она не должна вас приводить в конфликт с мусульманскими братьями, которые чаще всего сегодня вместе с нами. Но тем не менее, призыв идти проповедовать Евангелие всей твари – это тот призыв, который Господь обратил к апостолам, а через них к нам.
Поэтому желаю вам помощи Божией, крепости сил, мудрости, мужества. Мужество и мудрости всегда вместе. Мужество без мудрости – это может быть привести к плохим последствиям. А мудрость без мужества может оказаться слабостью или даже предательством. Поэтому помогай вам Бог сочетать и мудрость, и мужество, и верность церкви нашей, и нести достойно свое служение на казахской земле. Вот то, что вам хотел сказать.